Всем привет, я Артем, и сейчас я вам попытаюсь рассказать, как ходить с Ирой в двойку. Поехали! Ходят слухи, что ты пошел в двойку от безысходности. Охрененные скалы. Думаю, это хороший способ начать наше видео. Ну, то есть у меня не было никаких ожиданий от того, что я вообще что-то прикольное увижу. Ну, похожу, что я Грузию не видел. И вот теперь мы пишем видео. Почему? Потому что, ну, кому скажешь, мы в двойку сходили. Такой, в двойку они сходили. Вот Илья вот четверку водил, ну вот они еще интересно, да, вот вы в двойку ходили. Вот как тут идти? Порой бывает даже гораздо сложнее там пройти двойку с Ирой, чем... Не буду говорить про четверку с Ильей, это меня побьет. Мне с ним ходить. Короче, во всем Алсу виновата, я так считаю. Во-первых, она уговаривала, а потом слилась. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Я в шоке. Обосраться. Сванетти, потому что здесь очень красивые горы, здесь рядом граница, видно Эльбрус, Ужбу, в общем, здесь очень круто. Вот, и двоечка же, мое ощущение, что двоечка это скучно. Ты проходишь по зеленке, по какой-то, где-то ледники там вдалеке у тебя, вот ты на них только слюню упускаешь, а подойти к ним как бы не можешь, потому что у тебя 1Б перевал. Вот. А в Сванетти получается, что есть такие моменты, когда ты можешь залезть в долину благодаря 1Б перевалу со звездой и пройти ее, хотя другие варианты попадания в эту долину это 3А, 2Б там или 2А, в общем, перевалы. А здесь вот ты как бы зашел через этот перевальчик, и ты вроде бы в двоечке, но херачишь по прикольному леднику. Вот это вот, мне кажется, очень круто. Вот. Ну и плюс еще то, что получается вот эти Цвандрысские озера, которые очень далеко и редко очень посещаемые. Как раз то, что я люблю, чтобы было интересненько, редко посещаемо. Плюс нету фоток перевала. Вот. Единственная проблема, которая мне тогда казалась, это вот эти вот озера как-то соединить со всей остальной частью маршрута, где ходят люди. Не задалось. Мы сидим в аэропорту на парковке, и у нас не задалось. Я планировала по-другому. А все почему? С нами Стасян. Нет? Ну да, давай. Надо сначала поздороваться. Да, сначала поздороваемся. Всем привет. Так. У нас была очень эпичная категория, двушечка. Скажу сразу, мне очень понравилось. Спасибо, Маша. Это Машенька. Ее укусил попугай. Ира зовет меня в Грузию. Я говорю, Ира, это Грузия, она же то же самое, что надо тебе кусты опять, они мне надоели. Ира такая, да нет, это ж, я же все как бы, уже все поняла, я все переделала, все будет по-другому, там, если кустов будет там чуть-чуть совсем, это в самом начале там совсем чуть кустов, потом вообще без кустов. Вот, Я понял, что у нас с руководителем не все хорошо, когда мы вышли в 5 вечера лезть по сухому руслу реки, такому крутенькому, с водопадами. Траволаз! Время 7, и уже смеркается. Траволаз! Нам еще штукарь набирать, это нам очень нравится. Траволаз! Ставить палатку тут ровно негде. Я смотрю на карту, мы идем уже 2 часа, прошли метров 200 по высоте, а осталось еще 1200. Ты такой смотришь, в смысле 1200? Внезапно оказалось, что уже закат, а мы лезем. А там, я не знаю, как это передали, из-за линии, и, то есть, короче, они были такие очень насыщенные, очень короткие, из-за линии, и ты вот мотаешь экран, а они там все как-то вот туда, блин. А Ира такая, да сейчас мы, сейчас, говорит, мы, вылезем и отдохнем, а там вот это. Мы ведем репортаж. Руководитель. Да, здравствуйте. Мы пытаемся обнаружить совесть руководителя. Совесть руководителя, к сожалению, ничего не разглядеть. Нету совести у руководителя. А теперь мы покажем нашу прекрасную стоянку. Стоянку. Да, пытаюсь, ничего не понятно.
Ничего не понятно, потому что ничего тут и нет, кроме кустов. Кусты здесь везде. Охеренная, ты что, видишь, охеренную стоянку? Где? Где? Это вот так вот лёг, Нет, подожди, я же стою, значит это стоянка. Да, МКК, вот как вы выпустили? Ох! Все. Первый день был интересный. Че вы? Смотри, она сейчас может съехать. Может съехать, да. Горные козочки. Стой, подожди, Варя, никуда не ходи. Посидим и придем к тебе. Посиди, мы сейчас тебя за руку вытащим. Когда Ира говорит, нет, пойдем, ну было уже все ясно. Что, типа, ты смотришь, там, лучей нескончаемый, плохо. То, что мы не дойдем, я уже понял, ну, как, ну, Была первая ночевка и такой прикольный старт. То есть мы спали прям на кустах. То есть не в кустах, не среди кустов, а прям на кустах. То есть мы пригибали кусты, кидали на них веревки, рюкзаки и пытались на этом спать. Я спал, у меня плечи были вот тут, а жопа была вот тут. И я спал вот так вот. И, ну, ты не можешь перевернуться на бок, потому что ну, геометрически плохо получается. Но ничего, я поспал. Было весело, мне понравилось. Утром выходишь, там вид красивый такой. Хорошо. Такая у нас стоянка. а что вы стоите? И да, мы не идиоты, это наш отпуск. Про команду такой момент. Люди такие классные попались или что? Вот жопа Стаса. Или Жени. Не умею я по жопам различать. Ну, как бы я понимаю, что происходит какая-то дичь, как бы такой ночевки не должно быть. Все остальные как бы им нормально. То есть такие, да, веревку положим, потом рюкзаки. Нормально, да, типа все молчат, никто ни слова не сказал, что типа, Мира, какого хрена? И, ну, Это обман, я сказал, и прямо на видео. Ну, короче, это было очень приятно, что такая команда. Я Оксана. Да, мне нравится, Стас. Я вообще очень рада, что она хотя бы хоть где-то будет. А тут еще орехи, а в них мы еще не спали. Я бы так спать не хотела больше. Ну, классно утром, когда мы проснулись, и там везде были облака, 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 а мы получили сверху. Это было что-то новенькое. До этого меня, не можно сказать, лишили девственности. С первого же дня пошли по кустам, это как предтеча была, видимо. Я не ожидал, что мы же в первый же день, наш запасной день потеряем. Как-то мы выбились из графика изначально. Счастливые туристы возвращаются с прекрасной ночевки. Кто-то жрет там что-то. Кто там жрет? Марина жрет. Завхоз, блин. Я один раз упал, так достаточно серьезно, лицо вниз. Но в целом все было норм. С вами радио «Не сдох и норм». И у нас в эфире Тимур, который пытается, чтобы ему было норм. Тимур, как вы считаете, данные елочки — это хорошая точка страховки? Будет так. Когда-нибудь мы научимся ходить по тропам, но не в этой жизни. Ну, когда мы уже вышли вот на вот этот травянистый склон, когда уже пошли, можно сказать, к Чернике, да, вот прям тяжело было. Это, наверное, полдень или около того, прям было очень жарко, прям подыхал, если честно. Ну, так, в целом страданий нет. Как те мухи, как О, это было что-то новенькое. До этого меня, не можно сказать, лишили девственности. Я первый раз таких мух увидел, несколько видов. А потом, по-моему, в тот же еще вечер еще появилась гнус. У меня была кепочка такая, вот такая, и мухи жили вот исключительно вот тут. К концу похода эта кепочка снизу была черная от моей крови. Прям. Помнишь, было солнце, потом оно село и появились мухи. Нет. Стас хорошо запомнил. Мошкара была интересная. И причем она очень интересно началась. Мы вылезли на выполаживание, мы пообедали, мы разложили вещи, мы улеглись на пенки, мы спокойно отдохнули. И было жарко очень. Мы все хотели, чтобы солнце быстрее ушло, чтобы было прохладно. Только солнце ушло, прям вылезло миллионы мошкары, прям вот миллион. Они начали облеплять тебя, вот это вот в рот, в нос, все, вот, это неожиданно. Причем ты думаешь, ну ладно, это только вот сейчас солнце зайдет и типа мошкара закончится. Но мошкара не закончилась еще 4 дня. Перевальчик так себе. Эльбрус помню, да. Был Эльбрус, красиво, ну не то чтобы прям очень. Это вам не басом.
Мне кажется, группа это не почувствовала, потому что... Охрененные скалы. Кажется, это на границе России и Грузии. Ну, прям крутяк. Я сама до этого, походу, не понимала, что значит идти на перевал, когда у тебя нет фотографий перевала, нет описания перевала. Да, есть какой-то трек какого-то чувака грузинского, но по фоткам ты даже не можешь определить, какая именно дырка твоя. И вот когда ты действительно сам туда приходишь, как-то примерно ориентируясь на тропу, смотря, где наиболее максимальная низкая точка, находишь эту лавину и залазишь на него. Блин, это очень круто. Как тебя зовут? О! Артём! Как тебя зовут? Меня? Артём! Давайте просто перейдем. С него было видно Эльбрус. И, еще были ананасы. Ананасовая банка была. Вот этого они были вкусные. Это очень круто. Ты спускаешься к какому-то ледниковому озеру, которое тоже не особо ожидаешь там увидеть. Подходим к озеру. На картах это просто как снежник или ледник. А еще вон там очень интересный перевальчик. Почему туда не пойти? Руковод, зачем, блин? Я нормально шел. Да я вообще первый пришел, вы чё? А нехер первым. А почему? Потому что на эти группы. Все, слышишь? Куда? Пошел. Давай. Глубина, ну это же такое стандартное. По тем параметрам озера. Озера были красивые, но почему-то они мне тоже не сильно. Блин, классные озера были. Вообще, я не знаю, что это за душнило у нас в компании. Типа, горы были не очень. Меня озеро не впечатлило. Хрена себе не впечатлило. Выходишь там, огромное озеро, прозрачное, чистое, пить можно. И оно теплое. Ты такой, ого. Не думаю, что оно где-то еще такое существует, чтобы большое, прозрачное, синее и теплое. Мухи были лишним дополнением, конечно. Ну что ж, хочу порекомендовать сеточные пакеты от носков. Сеточные пакеты от носков помогут вам спрятаться от мошки. Это стиль. Мошкара нас не отпустила, конечно. Но в теплое озеро это интересно. Наверное, первый момент в походе, когда мне было страшно, Марине стало плохо, и ты идешь и думаешь, что если ей на следующий день не станет легче, то, блин, все, команда спускается обратно. То есть ты идешь уже, отчаялся, уже понимаешь, что тропы на самом деле нет, и ты видишь эту стрелку, и все. Тумблер переключается, голова жопа, все, надо лезть на стрелку, неважно как. Мы, короче, лезем, не все могут залезть. 3 человека залазят, остальные такие, нет, нам страшно, давайте веревку. Хорошо, что кинули. Короче, да, это было весело. Вот красная стрелочка, наверное, она запомнилась всем. Просто потому, что она была красная стрелочка. Ну еще мы там жумарили первый раз. Ну, тоже прикольно. Короче, когда мы лезли на красную стрелку, там был, такой скальный выход. Женя такой полез в первый, залез. Я такой думаю, ничего, красавчик. Полезу и чувствую, что, есть моменты, в которых страшненько. Вылазишь, там Женя такой наверху стоит. И видно, что ему немножечко страшно было. И я говорю, Женя, ты зачем полез-то? Он такой, не знаю, сказали лезть, я лез. Там, по сути, не такое прям сложное лазание на самом деле. Да, иногда было очковенько, но скорее это адреналин, нежели прям страх. То есть я на адреналинчике быстро залетел и все, стою, жду. Мы нашли круг! Круг! Это большой, огромный круг! Я маленькая лошадка! Круг! Он зовет меня! Это наш руковод! Круг, я бегаю по тебе! Самая маленькая лошадка. Это только 4-й день. Все, устала. Во второй день мы с Тимом лезли по каким-то кустам, но для меня это были вполне обычные кусты, обрыв снизу, ничего, ты же за кусты висишь, кустам не доверяешь, что ли. И я немного переживаю за людей, что, я-то ненормальный, это нормально, а люди могут бояться. И я смотрю, ему действительно страшно, а темп у нас, примерно в 3 раза меньше, чем Ира закладывала. И да. Потом понеслась, как говорится. Мы взяли и начали спускаться вниз. Мы так со Стасяном прикинули, по гребню будет идти сложно, а вот спустимся в долину, там по долине пройдем. Все шло хорошо, но на пути группы встретился черничник. Где-то 2Б. Непреодолеваемая
Ход сырой нужно ходить не всем, нужно быть морально готовым, много страдать и получать от этого удовольствие. Как бы это плохо и странно не звучало. По заветам старших, турист должен страдать. Все остальные просто радуются, вот именно туристы страдают. Ну, Вообще была надежда сначала, что мы вот эту странь пройдем вниз до реки, а после реки с реки начнется какая-то более-менее нормальная долина. Вот. Но этого тоже не случилось. In restless dreams I walked alone. группа лезет по кустам. Пам-парам, парам-парам. Рододендра меня удивил в плане того, что он оказался настолько прочным, что ты держишься за одну веточку, там, толщиной с мизинец, и он тебя, сука, держит. Я на том спуске попробовал первый раз в жизни чернику. Вау! Когда еще все было хорошо у нас. Ира, почему мы опять в кустах? Долго осталось. Может, заночуем тут такое место? Кстати, нет, спуск меня вообще не впечатлил. Ну, слез по Рододе, 40 градусов, висишь ты на этих кустах. Тогда еще было весело. Тогда мы лезли по кустам всего 2 часа, кусты были очень такие жесткие, но всего 2 часа, господи. Мы же все думали, что мы сейчас выйдем к речке и там все будет хорошо. Так, мы еще не ошибались. Так удобно устроившийся Стас. Как вы считаете, этот спуск достойный? Достойный чего? Если приглядеться, там можно увидеть полностью туристов. А внизу, если приглядеться, можно увидеть везде. Надо очень хорошо приглядываться. Борщевичок. Пытаешься новое как-то приобрести, привнести в туризм, то, конечно, ты там будешь набивать какие-то шишки, но, блин, это и как бы есть то, что развивает горный туризм. Ну, а что, идешь себе, идешь, материшься, весь подранный, синие ноги, с каждым днем все сильнее. Спустились вниз, а там, это не Курум, это обломки скалы, которые сильно больше, чем ты, и оно все заросло кустами просто в салат. И ты такой... Я пошел на разведку, выхожу к реке, смотришь на реку, она бежит вот мимо этих обломков скалы, и ты понимаешь, что вдоль реки пройти точно нельзя. Перейти эту речку, не знаю, вот смотришь от горизонта водопад и до горизонта водопад. Учитывая то, что мы уже отстаем на 2 дня, я словил грустняшку. Со Стасом мы там попытались прогуляться, в общем, это все продолжалось часа 3. Знаешь, как это выглядело? Что где-то есть какой-то трындец, о котором нам знать не нужно, но нам было очень интересно, но спрашивать было очень очково, потому что одни пошли куда-то шептаться, другие пошли куда-то шептаться. Мы такие думаем, это что же там за жопа, о которой даже нельзя говорить всем вместе. У меня появилось ощущение, что что-то не так. Вот когда мы в этот день спустились к речке, сели на вот этот длинный обед, вы пошли на разведку и приходите с новостями, что там просто все в кустах. Это правда было смешно на самом деле. Смешно и чуть-чуть страшновато. Опять же, на тот момент я еще прям не паниковал. Легкое раздражение, скажем так. Тогда было понятно, что нам предстоит прям хорошая прогулочка. Не получится, вот как Ира описывала, что мы за 2 дня проскочим. Классный тип быстропы, прикольно, мне нравится. Вот такая вот херня дяди и тети. Ой. Тропа. Вон Стасян полез. Если бы было предложение пропустить кусты. Нет. Нет? Правда, нет. Просто потому, что это большой опыт. Это было круто, это были эмоции, даже это опыт. Как ты смог это принять? У нас были главные действующие лица Ира и Стас. Стас сразу словил, назовем это цируса. Стас словил цируса. Все будет плохо, все будет максимально плохо. И Ира такая, надо пройти. А мне что делать? У меня были навязчивые идеи перейти речку, как-нибудь там прыгнуть с веревкой, как это в фильмах с 2 ледорубами. Я тут же проигрывал, как я по ней поплыву и быстро сдох. В общем, меня ненадолго отпускало, потом я думал, что ночью пропадет уровень и мы перепрыгнем. Я пессимистично принял, что если мы 100 метров в час будем делать, это будет очень хорошо. Да, я начал заливать панику, это в конце 2-го дня, когда мои вот эти опасения, они начали как бы
совершаться, когда мы начали идти уже по каким-то поваленным. То есть мы шли вот реально, как пишет Ира в отчете, реально мы шли не касаясь земли, прям по веткам. Ну, то есть я понимаю, что мы залазим в какую-то обратно фигню, и никто не реагирует на это. То есть никто даже не обсуждает какие-то другие варианты. В принципе, идти тяжело. А еще когда тебе говорят, нет, все плохо, надо разворачиваться. Ну что, блин. Ну, нужно хотя бы обсуждать это, нужно хотя бы как-то варианты рассматривать. Потому что если чисто эмпирически смотреть на то, что мы делаем, то у нас ничего не получается. Вообще у меня не было какого-то ощущения, что типа все, мы там встряли в жопу, как Стас пытался признать это. Давай, Ира, признаем, что мы встряли в жопу. Я думала, ну блин, ну ок, мы признаем, и чё? Вот. Тут обсуждать начал я, и уже в таком, типа, да, в таком ракурсе, ребята, ну, как бы, ну, вы вообще, вы там, вы как-то думаете насчет того, что будет дальше, или не думаете? То есть, В моем понимании нет каких-то других вариантов, кроме как идти дальше. То есть, а дальше, что будет дальше? Вообще, как бы, что дальше? У тебя есть возможность вылезти из этих кустов, когда начнется подъем на высоту, да? То есть у тебя какая-то все равно есть какая-то надежда, вот, и нет такого ощущения, что прям все, мы встряли, прям жопа. Давай, Вот там я на самом деле и посыпался. Вечером я подошел к Ире, говорю, так и так. Ну, мы, походу, я примерно прикинул, вы сказали, что у нас средняя скорость там, по-моему, 300 метров в час. Я примерно прикинул, сколько нам еще надо пройти, и думаю, блин, нет, мы по-любому не успеваем, все, меня уже накрыло. Прикольно было смотреть, как кто что проходит, как сильных людей это прям сбило. Ну, мне было круто, на самом деле. Просто все, паника, спустила меня на землю. Так, репортаж из кустов. Который раз из кустов. Мы за 30 минут прошли 150 метров, и мы этому рады. Чтобы вы поняли, насколько все плохо. Пустые любимые! Смотри, там вон водопадик есть. Вон там. Что все будет хорошо, верим в лучшее. Ну как-то, мы же знали, что там есть тропа. Вроде как она есть, и где-то же она будет. Ну, идешь себе, идешь, ищешь и ищешь, ну там, плюс-минус. Одно дело, ты идешь по горам устаешь, да, другое дело, когда ты в кустах устаешь. И это был как раз тот день, когда мы не знали, что нас ожидает впереди. Когда мы с трудом нашли, опять же, место для ночевки, и тут борщ. И причем его было много, наваристый и классно, да, тут прям борщ в кустах, да. Барби борщ с Барби, потом были Барби макаронами с остатками этого борща, борщ был самый. Вот. И место только по 2 палатки, вот прям, мы даже места под еду нету. На этом месте стоит палатка, потом. Красиво. Итак, мы видим, наблюдаем, здесь у нас переправляется группа туристов под присмотром строгого инструктора, который, если что, их будет пиздить палкой, если они туда пойдут. Но вот, к сожалению, строгий инструктор уходит, и начинается какая-то катавасия. Брат меня очень испугал. И я думаю, ну это же жесть. Ты смотришь, а там вот эти камни, вода, вот это все, я думаю, нас точно снесет. А я как бы не готова была плыть куда-то туда. Брод, ну было там место, где тебя один раз может содрать. Ну, содрало бы тебя, ну, поплавал бы чуть-чуть. Там водопада в ближайшие 150 метров не было. Выплыл бы, наверное. Так, если вот сейчас вот там упаду, то, скорее всего, вот вода меня туда унесет. Там, может быть, за веточку можно будет ухватиться. То есть у меня было все. Я шла и думала, если вдруг что, можно куда-нибудь прибиться к берегу. Действительно думал, что у нас какое-то там полукритичное положение, что нам все-таки нужно в деревню идти. Стас борется просто, видимо, с Женей и Оксаной. Борется с ними, и нет, они его перебороли. Ну, в целом, так, перешли. Ничего такого не было. Просто помочили. Женя, он же весь такой, он так везде шел, он такой, я пошел, все, пошел, зачем пошел, а мы? Да, хоть какое-то разнообразие. И была надежда, что когда мы перейдем на тот берег будет лучше. Стас шел первый, и Стаса стала уносить, а вторая шла я. Я такая думаю, добрый вечер. Он меня обрадовал, потому что наконец-то водопад кончился, и речка чуть-чуть размазалась, и мы смогли ее перейти. Дальше было все гораздо хуже. Ну, опять водопад бесконечный.
Вообще в Грузии все речки это бесконечный водопад или очень узкое ущелье и бесконечный водопад. Но знаешь, самое классное от этого всего, когда ты идешь, тебе страшно, ты это прошел, и потом ты испытываешь столько крутых эмоций, думаешь, капец, мы вообще мега крутые. Ну, для меня брод было класс. Ну, у меня бродить не хотелось не только потому, что это там речка. Дело не в том, что тебе нужно бродить, хотя речка там, то, что я видел, не, прям непроходимая. А то, что если ты бродишь, ты идешь еще 8 километров по кустам, да, ты вылез из жопы в эти нормальные места, потом ты переходишь, и как бы по рельефу ты опять должен из нормальных мест влезть в жопу. И, то есть мы вылезли с 2 километров на нормальное место, а мы перелазим по той сторону, и мы идем с нормального места 8 километров. Очень не хотелось, и... простите, ради какого-то всратого один перевала. Я очень сильно уставал в этих кустах. Уставал морально, потому что очень часто приходилось ходить первому. Потому что, ну, смотришь на остальных, они выглядят так грустно, и ты такой, ну, ладно, что ж. Кажется, когда ты идешь по тропе, у тебя выключается мозг. То есть ты видишь тропу, и все, ты типа не думаешь какие-то другие варианты, о, значит, тропа, значит, надо идти здесь. А когда тропы нету, или какого-то трека, ты начинаешь как-то соображать. И мне кажется, в таких походах люди лучше и быстрее учатся, что ли, чем когда, как барашки все идут друг за другом. Я помню несколько вот моментов, причем это не то, чтобы это один раз было, это постоянная проблема, называется уйня перед рожей. Суть в чем? То есть ты ногой встаешь на ветку вот так. Чтобы не упасть, ты ветку держишь рукой вот тут и подгибаешь ее вверх. И вот тут ты держишь предыдущую ветку и встаешь на предыдущей ветке. И вот есть одна проблема, что она вот тут вот висит. Она висит вот тут. И ты не видишь, куда ты идешь. Ты вообще не видишь. Идешь, у тебя вот перед рожей радада, а все занято. Ты не можешь ни хера с этим сделать. Ты такой, вот так вот ее раздвинул, она не раздвигается. Это же радада, ей похер как бы. И ты такой делаешь шаг вверх, вот так вот в кусты, ты такой туда проваливаешься и виснешь на них. И только вылез, у тебя опять перед кустами радада. Ты такой, я старался эти веточки ломать, убирать, чтобы там людям вот этого вот перед рожей не было. То прямо вот это вообще, а ты еще идешь уставший, и вот это радада у тебя перед рожей, ты такой, сука! Вот это прям вообще жутко бесило. Водите людей в походы, потому что это вас намного быстрее и сильнее прокачивает. У меня единственное, что меня бесило, это когда я понимала, что у нас очень мало времени. Мы такие, обеденный сон. Или у нас там обед. Я думаю, ну вы серьезно? Ну типа как? Ну какой обеденный сон? Ну какой отдых? Буры крутите. Меня прям на тот момент очень болели ноги в плане того, что я пожмаканный, как вот эта морда шарпея. И я прям очень хорошо его воспринял, ноги отдохнули. Ну, в целом, в тот день я уже понял, что устал. Но, как вы помните, в какой-то из обеденных снов уже уснула я. Нет, мы не ругались. Хотя иногда, конечно, ругались. Но в целом, да, мы друг друга морально как-то поддерживали. Я запуталась в ветках очень сильно, и ледоруб меня херачил в голову. Я не могла пройти. А сзади стоял Женя. Стоял и просто вот так ждал, чтобы я прошла. Я такая думаю, да как так можно? Ну типа, ты чё? Меня уже, наверное, на тот момент отключила. Меня там Оксана потом жаловалась, что я ее там ледоруб по голове бил. А я типа видел. А я, возможно, смотрел, но не видел. Знаешь, как ты где-то там со стороны смотришь на себя. И все, я помню, я ушла, у меня уже там слезы, истерика. И мне кажется, от того, что я устала от этого всего, я такая думаю, буду спать. И все, и меня вырубило. Это был прекрасный обеденный сон. Спасибо Жене. Ну, как я говорю, меня отключило. Я, знаешь, просто на инерции шел. Все, у меня настроения нет. Что Стас был наш разум на самом деле в походе. И иногда, когда он там рассказывал, что нужно там искать привал, там, где мы будем спать и что-то еще, я думаю, Стас, ну ты что, ну время еще рано, там светло, там нужно идти. А потом оказывалось, что он прав. О, тут надо рассказать про Стасяна. Он крутой. Но когда Стасян начинает паниковать, вот вы представляете, да, то есть, ну, кусты сложно, всем сложно, у всех кусты, непонятно куда идти вперед, непонятно куда идти назад, и приходит Стас и говорит, мы не пройдем, и ты такой, и полежим тут, все, и вот церуса, это теперь мое любимое слово, я даже запомнил, как это называется, знаете, что это такое, это облака? Церуса — это такие облака, которые, если вы увидите, надо следовать, потом запикаете, надо следовать.
ну, непонятно откуда, куда спрыгнуть из кустов, я не знаю. Вот, но надо куда-то спрыгнуть. И тут Стас видит облака и говорит, нам хана. И, ну, хана. Отлично. Типа, нам нужно идти назад. Наверное, туда быстрее прийти, но ты же не можешь сказать об этом Стасу, вот он поверит в себя и такой будет еще сильнее продавливать. Ты такой, не, ну вот, Стас, смотри, нам назад идти столько же, сколько вперед идти, поэтому разницы никакой. А цируса-то чем закончились? Ну, это оказались ложные царуса. Вот. Ну, дождик чуть покапал. Не, кстати, те Чуть царуса покапал были дождик, новые. а когда были вторые ложные царуса, у нас был град ночью. И... Погода испортилась, потому что кто-то побрил ноги. Точно! Кто-то побрил ноги у нас, вот, и погода вся испортилась. Ну, я так думаю, что очень плохо побрил ноги, потому что так слегка испортилось и все. Я просто хочу сказать, что Оксана обладает страшным гидрометеорологическим оружием. Когда она бреет ноги в походах, идет дождь. Оксана, прекрати брить ноги. Мне потребовалось кучу сил и здоровья, чтобы задобрить мать Моржиху. Я выпил декалитры спирта, чтобы как-то скомпенсировать это бритье ног. Я тоже подметил про эти кусты, что эти деревья растут не вверх, а в бок. И мы там под ними, над ними, через них. Все виды пролазов. Для помощи мы ходили прямо по деревьям. Мы не касались земли просто. Идешь по деревьям, Да, загибаешь. да, было такое. Не, у меня мокрые ноги. Надо? Прикольно, что мы нашли какую-то баранью тропу, прикольно, что мы нашли веревку на этой бараньей тропе. Именно тогда, наверное, первый раз поверил, что мы хоть куда-то дойдем. Ну, в смысле, что мы успеем. Что, типа, если тут люди ходили и успевали, ну, о чем мы-то хуже, значит, тоже дойдем. И, ну, в принципе, дошли. Еще мне в этом лесу спасало то, что я возле каждого куста смородины останавливался и объедал его. Очень помог медведь. Оказывается, ходить по следам медведя гораздо лучше, чем без следов медведя. Еще запомнилось то, что ты идешь по красивым местам. Мы проходили несколько водопадов, которые были реально шикарные. Ты идешь прям почти под ними, и там вода успевает разбиться прям в какую-то водную пыль, они огромные, и ты такой идешь, тебе так на них похер. Ты идешь такой, о, красивый. Смотришь такой, кусты. Ну, водопад красивый, да. Хоть что-то ты Залезли на видишь. Вот этот огромный камень, по-моему, Да, перед этим да. румником. Да. И огляделись вокруг, и видим уже какую-то ближайшую перспективу, что вот лес там туда-сюда уже закончится, мы выйдем на открытое пространство. Ну и там были тоже горы такие охеренные. Вот там уже как-то начало немножко появляться настроение. У меня-то идея видео была показать, что действительно была сложная категория. Как это показать, потому что даже в памяти уже осталось, что ты такой, ну, прошел кусты, такой, ну, прошел. А что-то читаешь такой, ну, типа, шли ребята немного по кустам между полянками. Как же вот это вот описать-то, что, ну, не было этих полянок, просто вот встаешь вообще все, и болит вообще все. То есть и у тебя и руки задействованы, и ноги задействованы, иногда там градодуты разгрызаешь, ну, все задействовано. Очень весело. Рюкзак помогает, он цепляется за все. Тут, короче, когда был разбор, сказали, что, оказывается, у нас был конфликт в группе, мы с Артемом его вообще провтыкали. Но... Это случилось с первого дня, как только мы еще ехали к месту старта. Как говорит мой друг, мне никакой в стакан засовывать не надо. Мне никакой в стакан засовывать не надо. Мне никакой в стакан засовывать не надо. Тут рассказывайте, смотрите, что тут творится-то. Вот так вот. Забавно то, что это наш маршрут похода. Вот прям тут мы шли. Думаю, у Иры абсолютно не было никакой уверенности, по ней было видно. Ну, во-первых, она чувствует ответственность как руковод, потому что она нас сюда завела. Это, ну, и уверенности не было ни у кого, я думаю. Ты хотелось идти первым, когда начали кушаря? Морально тяжело идти первым, потому что, ну, грубо говоря, ты выбираешь дорогу все время нету никакого хорошего варианта, все, что ты делаешь, выходит говно какое-то, потому что ты все равно выходишь в какие-то всраные кусты, и весь день ты принимаешь плохие решения. Я реально отдыхал, когда там кто-то вызвался идти в первом, и ты идешь, не думаешь, такой класс, ты идешь и не думаешь. Кто-то влез в кусты, в сраные кусты, это не ты. Ты такой, ага, это не ты, это не ты. Артем постоянно идет первый, я думаю, как у него хватает сил. Я тоже стараюсь идти первый, только начинаю, забредаю куда-то какие-то ебенья, думаю, блин, что ты
судьба. Вот ему это все хорошо получается, пускай он идет. Было немножко стрёмно, да, что, получается, ребят завела в кусты какую-то жопу, хотя вроде как обещалась горная категория. Типа, есть ли какой-то самый запоминающийся, который ты будешь рассказывать всем с 50 лет, будешь вспоминать Да, момент? конечно, это кусты, то есть. На самом деле, самое яркое это тоже кусты, потому что ты вспоминаешь, что и Кусты опаснее, как по мне. Как там говорится, упавший духом гибнет раньше срока. И вот в кустах я упал духом. было в этом походе прекрасно. И кусты, наверное, тоже где-то были прекрасные. Ну, потому что я безумно влюблена в эту двойку, в эту Грузию, и вообще просто моя большая любовь. Я не ожидал, что по таким кустам можно ходить вообще. Вообще принципиально, с рюкзаком. Вот. Там без рюкзака там как-то не очень. Я сейчас опять скажу, что Ира везучая, опять она скажет, да нет, это все было так рассчитано. У Иры есть особая способность, ей всегда везет, короче. Да, То есть, конечно. ну, представляете, да, если бы мы лезли еще по кустам, и нас бы еще палило, когда ты все время на кустах, и они бы были скользкие. Я не знаю, что бы мы там делали. Мы только вылезли из кустов, мы только вот из них вылезли, только пошли по траве, которая там где-то по грудку, это же праздник, вот, и пошел дождь. Не то, чтобы там, знаете, там за час до того, как мы кусты прошли, а мы начало накрапывать, когда мы проходили последние 50 метров. Причем мы даже посидели под тентом. Да, это было возле черники. Да, где вот она там была очень крупная, кстати, Очень прям. крупная, очень вкусная. Да. Можно было из-под тента одну руку высовывать, брать эту ягодку и кушать. Что-то изменилось в твоем Мне настроении? уже стало психологически легче, то есть мы вышли из вот этих кустов. Все, как-то оглянулся вокруг горы, все ништяк, попал туда, куда надо. Спустя 4 дня. Да. Появилась в целом надежда, что мы выберемся. От себя хочу сказать, что я рад, что у меня все-таки пару раз получилось найти удачные маршруты. Правда, пару раз не получилось, и у нас с Ирой был конфликт из-за этого. Мы, наверное, часа 2 друг с другом не разговаривали. Было плохо, это было прям... А история была такая, ну мы, как обычно, там... Ира собрала команду лучшую, как всегда, там, Ира и я душнила, и Стас мега душнила, и как бы 2 мега душнила, и она пыталась нас переспорить. А дело было простое, нам надо было лезть на перевал. Там справа видно была такая там полоса, то ли от лавинный вынос, то ли что, ну такая видно, что без леса там, то ли да, то ли нет, но она такая нормальная. И типа водопад, такой смотришь, вроде проходимый, и вообще без кустов. И мы такие с Стасом, водопад, надо идти по водопаду. Ира говорит, да не, пошлите там. Мы такие, водопад. 2 часа дерьма мы нашей команде подарили с лихвой. То есть в 3-й день мы спускались по Рододе, по очень крутому склону, где ты практически висишь на кустах. А вот в этот день мы поднимались по ней. То есть ты не можешь идти ногами, потому что ноги все время едут, ты висишь все время на руках. И Иры руки устали очень сильно, она там несколько раз падала. И... То есть, да, это было плохо, это было, когда, во-первых, все идут уже уставшие, и вы вообще никак друг с другом, и мы не понимаем, что нам, ну, куда, сюда идти, туда идти, у кого спрашивать. А что, хоть ругались-то? Тропу не могли поделить? Ира такая, вот, я говорила, надо было там. Вот, я говорил, надо было там. Прекрасно понятно, что она не знала, если бы могло бы сработать то, что она там предлагала, или не могло. Но так как там одно из наших решений пошло по бороде, она такая, ага, вы тупые, а я умная. Ну, ребята сказали больше так не делать. Ира, больше так не делай. Ты тоже. Веди себя хорошо. Я помню, что Ира такая уснула. Я там что-то Ире складываю, думаю, она сейчас проснется, я его так оставила. Такая, Ира, смотри, Ира, такая, я не хочу это. И мне так стало обидно, трындец, я там собирала, и Ира такая, я не хочу. Потом Ира, по-моему, съела. Сыра еще пойдешь? Нет. Неправильный ответ. Я думал, она просто морально подсела. Я не знал до этого, что... Перевал Бас был прикольный. Прогулялись по Леничку, сделали дюльферёчек. Хорошо, ну не попали на него. Садина. Ну да. Полянку, там было много черники, я опять набил полный рот черники, мозг отключился, и мне хорошо. Начинается Курумник, наш родной Курумник, уже как-то стало морально легче.
Ну, это двойной перевал, на который мы вылезли, да, вот он перевал. Вот он явный перевал. Ты на него, короче, вылазишь, а это не... Это был бас, да? Да, мы там спускались дюфером. О, ну, классно было. Тут я видел горы. Но я же все-таки горный турист, не лесной. Ну, пожалуйста. Флаг и уходим. Добрый вечер. Ну фотки делай. Ну нахер не нужны эти фотки рады? Сели перед подграничниками под тентом. Я спросила у ребят, как у них настроение, есть ли у них вообще желание идти дальше. Тим с Мариной говорят, что нет, не идем. Услышала, что ребята устали, что 3 человек вообще не хотят больше идти, потому что тяжело и все, и такое. И я готов был лосячить уже там, пофиг. Я думала, что мы сейчас придем к пограничникам, будем строить слезные лапки, просить еды, там все-таки опыт 5 и пропьешь. Вот. И была надежда, что мы придем, попросим еду и пойдем дальше на Орджоникидзе, но из-за того, что ребята сами не хотят, я понимаю, что сейчас тащить их куда-то еще не вариант. Было очень грустно. Я думаю, что если бы мы были все сильные, чуть-чуть сильнее все участники, мы бы прошли даже Орджоникидзе. Как бы что сказать, надо качать физу. У меня не было ощущения, что мы типа что-то теряем. Как же, мы же потеряли Орджоникидзе. Мы потеряли Орджоникидзе, но мне как бы пофиг было, что ли. Так, Оксане это не показываем. Мы, я помню, еще в тот вечер как-то хотя бы в палатке начали, как подметил Тим, шутить. Мы уже почти отходим ко сну, мы что-то разговорились, и мы планируем, как мы лежим в Грузии, мы планируем, как мы спустимся вниз. А нам нужно было раздобыть еду, чтобы не идти к нашей местной заброске. Мы думали, что мы раздобудем какую-то еду. Вспомнили, что Оксана побрила ноги, поэтому еду будет из пограничников добывать Оксана, потому что уже все побрито. И тут Женя спрашивает, а там будут русские пограничники? Хочу вам сказать, товарищи, они бросили меня с 2 какими-то мужиками на лошадях и потерялись. Вижу там, что идет Женя где-то сзади. Потом я иду и вижу, что вас никого нет сзади. И это прям страшно. А он еще идет, оборачивается. Потом уже он видит, что никого нет и говорит, где они? А я не знаю, где вы. Я думаю, может, нам вообще с ними идти нельзя было. Я одна с ними иду. А вы ели малину. Кстати, малина в горах очень вкусная. Но они были крутые ребята. Я говорю, я пришла, мне здесь была рана, присела, думаю, кровь идет. Он сразу там пластырь дал, там чай нам сделали. Было прям, круто. Дали нам эту лепешку черствую, но тем не менее она, сука, такая вкусная была, эта лепешка. Это был 2-й гвоздь, наверное, моего похода. Я же решил слиться. И я же такой, все, сейчас приеду, там коньячок у меня, никуда я не пойду, все нормально. Ой, коньячок, что мы без него делали? Встану с ребятами, у нас палатка, поедем на море. И тут пограничник говорит, а сейчас, через полчаса приедет машина и отвезет вас в село. Вот, если эта машина раз в неделю ездит, почему-то она решила и приехать именно через полчаса, как Ира туда спустится с своей командой. Мне кажется, было так. Он звонит в лагерь, говорит, тут девочка в лосинах, приезжай, посмотрим. И вот это они все приехали. Я еду в машине и думаю, как это называется, да? Ты тоже подумала, что нас ведут расстреливать? Знаешь, такая легкая мысль прошла. Думаю, это как-то странно. Парни, автоматы, и мы, и да. Наверное, нас ведут на расстрел, да? Ну а кто нас найдет? Мало ли там, где туристы пропали в горах. Все. Нарзачик был вкусный. Отличный вообще. Я вообще такого просто вкусного. бомба. Холодный. Для меня было открытие, что вода из-под земли сразу с газами идет. Нас привезли уже в этот поселок, и что меня очень удивило, что дядька говорит, дает Артему ключи, дает свою машину, говорит, езжай. Там. Еще переспросил, что водить умеете? Умеете? Да, есть. Все, на, езжай. Там. Да. Это. Я удивился, конечно. Двойка на все 300% оправдала свои ожидания в этом плане, потому что Ира, я не знаю, у нас
даже полудневка была только потому, что нам нужно было перефасовать продукты. Не надо было, мы дальше шли. Фасовка на фоне Ужбы. Нет, было сложно, знаешь, но у меня был такой плюсик, то когда мне было типа плохо, у меня всегда был рядом Женька. И над Женькой всегда можно было там глумить. И он тоже глумил, и ты когда думаешь, ну все, стало полегче, вот. И это прям было так классно. В плане эмоций, да, было сложно морально. Руководство это не мое, и не надо больше таскать людей, водить за собой, отвечать, как это все плохо. Второе кольцо. Давай, мы стартанули. Мы чаще останавливались, тоже было тяжело. До этого мы плохо отдыхали. На втором кольце я помню, что мы такие в Мозере приезжаем, значит, ну все, сейчас вчетвером пойдем, сейчас будем делать. И мне такие, да нет, Ира, вы не вчетвером уже пойдете. Я такая, в смысле, типа Стас с вами. Такой, о, нифига, класс. Я помню каждую секунду второго кольца, ты чего? Это просто невероятно красиво. Это вот ты идешь по дороге, сворачиваешь налево, идешь дальше, и там открывается Ужба. Ужба, желтенькие цветочки, да, это очень классно. И это было просто мега классно. Ты идешь, все это в цветах, красавица Ужба, облака. Ну, то есть это было... Я думаю, господи, тут можно просто остаться. Классно, классно, нужно было с этого начинать, я думаю. Вот. Немножко, ну, типа, обидно за город, что ли, что когда ребят спрашиваешь, а что самое красивое, что самое запоминающее, классное было, и все такие, Ужба, типа, такая она классная. Ну, блин, это же Ужба, ты ее видел на картинках, вот ты пришел сюда. Другое дело, когда вот на этот Башиль перлись, то есть мы реально, получается, шли целые сутки по леднику, чтобы дойти до перевала. Потом еще спускались почти сутки. Очень красивая, очень притягательная гора. Она вот прям притягивает к себе внимание, как Оксана сказала, она как роковая женщина, я согласен. Вот это облако постоянно, когда мы там были между ее рожек, прям вау. Я думаю, а что там творится? Может там ведьма, может там что-то еще. Прям очень красивая гора. Я с удовольствием бы вернулся. Все это было супер-супер-супер классно. Мы шли к перевалу. Я сказала, перевал, да мы не пройдем. Я думаю, ну просто вот такой, ну типа как по нему можно пройти? Подходишь ближе, там тупо тропа. То есть она, ну, крутая, но тем не менее идет со вполне себе ножками. Мы сейчас полезем, как будто прямо в лапу, ну, ту стеночку. Идешь, он там хоп, и вниз уехал, потом хоп, там опять чуть-чуть спустился. Он же был осыпной. Вот это было очень красиво. То есть ты поднялся туда, потом по гребню пошли, и получилось, мы вышли на второй перевал. Тот, где озерце? Нет. Первый раз ем шоколадку на перевале. Ура! Пришел и должен съесть именно на этом месте, на самом деле. Поэтому, да, это была моя первая переваленная шоколадка в таком самом красивом месте. Уже как дела? Невероятно красиво. Это вот озеро, красивучий закат, когда все это отсвечивается в озере. Ну, это было очень-очень красиво. Встретили вот этих грузинских ребят, они были дали обалденный хлеб, господи, тоже такой вкусный. Начали меняться пейзажи. Мы смотрели с другой стороны на Ужбу, там тоже такое уже все величественно. Ледник пошел, такие остроконечные скалы. Поставили лагерь, развесили флаг крокуса. Все было ништяк. 1600 набрали до обеда и такие, типа, а что дальше делать? И мы решили, мы не будем чай пить, мы поедем. Это, кстати, Ирина была идея. Я тоже помню. Чай можно не пить. Я такой, да, нафиг чай вообще. И очень большая экономия в весе, эти 200 грамм. И сыграла критичную роль. Вот, если бы мы взяли чай, мы бы так быстро не забрались на перевал. Бывают лягушатники, а у нас марсушатник.
У меня же было самые два страха в двойке. Первый как раз таки вот там была ночь, когда ночью пошел град. Слушай, ну в целом я не боялся, потому что я примерно прикинул, где-то в 3 километрах был, думаю, ну блин, чё. Я думаю, все, нас сейчас всех убьет, у нас там этот флаг и ледоруб, и у нас тут куча железа. И вот это все гремит, сверкает, град. И я такая думаю, все, я не знаю, куда вообще бежать, как сейчас спать. И все такие спят, у всех все прекрасно. У меня была мысль, что ну жахнет, так жахнет. По мухам не скучал. Конфета бомба. Потом начинается этот спуск с перевала, и тут трещины, их надо распутывать, и не все так просто. Ну и как бы, так и говори ему, чтобы он слышал. Вся веревка. Понял. Я тебя страхую, Оксана на мое место. Сразу вместе. Поэтому при движении... Было ли тебе там как-то чувство опасности? В моей жизни. Да, было интересно, как делать самовыкрут. Мы вот это переходили через трещину, да, со страховкой. С одной стороны там такой ледопад был, вот это классно было. Вот ради чего я шел, вот эти все горы, вот все вот это величие. Да, Я был красивый. такое видел впервые, конечно, это был такой легкий шок. Был первый ледник, это были первые такие эмоции. Это вау, вообще, это так страшненько. Очень долгие здесь ледники, и это классно, что ты можешь так по ним долго идти. Я помню, мы несколько раз одевали, снимали кошки, потому что он то зачехленный, то мы выходим на арену, то опять выходит, ну, типа, пересекает какая-то боковая ветвь, и тебе надо на нее выйти. И это все так, ну, как бы разненько. Но, конечно, не такой крутой уклон, как в четверках, пятерках, это все равно такой более пологий ледник, но он оказался очень интересным. Вот. Мне комфортно ходить по льду, где рядом вот эти большие камни. То есть по льду в кошках отлично, когда ты переходишь на камни, тебе как-то с непривычки все время спотыкаешься, норовишь упасть. И тоже вот это дюльфериали, с этого ледничка, Артем делал самовыкрут. Блин, мне кажется, это так... Ну тоже еще у нас нормальное приключение было после этого. Да. И в целом там было очень скользко, все постоянно подскальзывались, периодически падали на жопу. Ты знаешь, я столько падала, что если я вначале шла, я синяя была здесь, а уже второй круг, у меня уже вся жопа была синяя. Я просто шла, мне там просто вот... Мне не понравилось. Но потом, я помню, мы увидели вот этих ребят, которых пахнет мыло, блин, так смешно было. То есть я думаю, вот это туризм, а мы какой-то херней тут занимаемся. Вот, они пришли с дороги чистенькие, там, пофоткались, там, покушали, чаечек на фоне гор выпили, все, свалили, блин. А мы с этими тяжелыми рюкзаками, блин. Тебе не хотелось с ними поменяться? Нет, не хотелось. Классно, что после этого перевала на ледничок потом. Ты приходишь, там у тебя озерцо, и площадка такая, и виды, и ты под такими видами ставишь палатку, ночуешь. Ну, как-то, мне кажется, чуть лучше, чем в кустах. Да, мы потом думали, вот нельзя было Стасу осуществлять свою мечту и есть на леднике, потому что все, он со спокойной совестью взял и свалил от нас. А мы потом еще на этом леднике. А для меня это был прям шок, потому что, я же говорю, для меня Стас это такой вот прям разум и все такое. И тут, когда утром он такой просто вот раз, ребят, я ухожу. Может тоже все развернуться, но типа, ну, чё, у нас голос разума нас покидает. Может, надо всем уйти, думаю, но если наш разум уже уходит, а у нас осталась самая жопа, думаю, ну, может... Развернуться и уйти, потому что, это тяжело было, уже все уставшие были. Был легкий шок, конечно, потому что Стас для нас был, да, голосом разума. И я потом смотрел вот эту фотку, когда нас Стас фоткает, мы остались вчетвером, наши вот эти опухшие розы. Все такие стоят грустные, когда-то мы сделали прощальное фото, а я стою с вот такой улыбочкой, ну Стас уходит, я типа грущу. Ура, наш разум уходит, будем херачить. На самом деле, не хотелось ребят подводить. Там действительно был такой ледничок, то, что я видел, я уже начал смотреть в карты. Такой очень удобный как бы, вариант светить. Прямо на машине, смотрю, там вот машина наша, там 5 километров. Очень жаль, что не пошел, может быть, даже,
Я сначала жалел, когда шел, но когда пришел, я понял, что спина действительно меня подвела, и правильно сделал, что я не пришел. Морально жалко, технически считаю, что я сделал правильно. Я считаю, что нам повезло, что с нами были и Оксана, и Женя. Пусты мы прошли, никто не поругался. Ну, мы потом узнали, что кто-то все-таки поругался, но попадись команда слабже, шанс того, что мы сольем, был бы еще выше. Оксана просто всех тащила. Ну да, у Оксаны была навязчивая мысль, что хинкали здесь вкусные прям. То есть вот они не то чтобы прям вкусные, а прям такие, что нужно бежать. Хинкальки. На самом деле, с Женей очень много смешных моментов было, хотя он, конечно, кажется таким немного закрытым человеком. Ну, Женя, да, Женя крутой чувак. Не, во-первых, он молчит, потом как что-нибудь скажет, аж смешно становится. Стас, как демон-искуситель, он этот ящик Пандоры открыл. И больше всего, мне кажется, мы прям ржали с Женей. Во-первых, он оказался магнитом для телочек. Садимся передохнуть, Женя где-то там вдалеке, и хоба, к нему такие телочки подходят. Ну, то есть не к нам, а к Жене. Вот. И мы такие, типа, дальше пошли, они такие за ним, такие... Было прикольно. Опять пошли по каким-то кустам. Дорога то была, то не было. Перебродовали какую-то речку, опять кусты, опять спуск, опять все падают на жопу, опять ни у кого нет настроения. Опять поиски тропы на Башиль. А дальше был лед. Нет, еще был брод смешной. Не было момента такого, что ты мог расслабиться, что-то потусить там полдня где-то особо, потому что надо было успеть кольцо за 5 дней, его обычно ходит, где-то обычно 8 дней ходит его. Вот, а нам надо было успеть за 5, потому что хотели сделать двоечку. День этим не закончился, мы там перевалили какой-то бугор, спускаемся, горы и озеро, просто озеро, посреди нее как будто какие-то айсберги плавают. Это тоже у нас получилась классная фотка, нас Ира сфоткала. И там озеро, и там плавают айсберги. И ты такой... Вообще, типа, это такое бывает. Шел в футболочке и хоба вышел к ледниковому озеру с айсбергами. Это же, блин, вообще что-то нереальное, потому что я помню, как, короче, стоят, значит, они там трое, я такая уже еле иду, а они там такие стоят, что-то возмущаются, типа, офигевают, типа, Ира, как дальше идти, я такая не понимаю, подхожу, смотрю, там озеро, они такие, что мы, типа, вплавь здесь пойдем, я такая, правда. Вот это, по-моему, офигенно. Точно сюда надо? Да, сейчас мы проплываем, значит, выныриваем там в ту дырку и давай. Еще раз, самый смешной момент в категории. Мы же не могли 14 дней ходить и грустить. Когда мы вышли на это озеро, Женя такой, тут везде опасно. Я сначала не воспринял это, а потом, когда мы шли, и Женя то ли увидел, как на Иру камень падал, то ли что-то такое увидел, и он поймал очко. Мы идем, оно все как бы дребезжит, что-то где-то сыпется, вот, и Артем такой предлагает, давайте ходка посидим здесь, а Женя такой говорит, нет, здесь нельзя сидеть, здесь нигде не безопасно, давайте пойдем дальше. Я такой, ладно, Женя, все нормально. А наступаешь, он вроде бы кажется вот огромный валун, ну куда ему, сука, двигаться, наступаешь, и он туда-сюда. Ага. Это точно один был. По-моему, говно какое-то. Вышли на этот ледник, он тоже зачехленный, мы очень долго под нему шли. Потом вышли, наконец-то начал открываться. Там стали где-то лагерь. Оказывается, потом этот знаменитый Ликзырский крест, вот про который мы ничего не знали, а просто шли на ледник Ликзыре. Это прикольно, то, что мы там побывали. А вот Тужба, она как бы, ну, да, она красивая, ты как бы на нее со стороны смотришь, но ты же не можешь ее почувствовать, потрогать. Ликзырский ледник, ты его сам весь прошел. Ну, это прям классно. Вот это такое интересное место, куда бы мне хотелось вернуться. Подожди, чтобы вы поняли, вот Ира сейчас оскорбила вот эту гору. Говорит, что на картинке не видели, а тут говно какое-то. Это не говно, просто гора. Если бы маршрут пролегал через Ужбу, да, тогда я понимаю, было бы охрененно. Наверное, это 5, да? Ну, это задел на 3, которая Ира не пройдет. Вот, я знаю, что самое смешное. Это прям вот это вызов. Это не то, что смешное, что если Ира
сделает тройку, то она сама ее не сможет пройти. Это супер, да. И в ту ночь мы ночевали на леднике. Я скажу про Оксану. Она ушла от меня куда-то в другой угол палатки, я замерз. Хинкальки. Было страшно. Было страшно, я помню, мы лежим. Место вроде бы кажется безопасным. И какой-то огромный грохот, там что-то валится. Я думаю, блин, сейчас же нас как-то накроет. Вообще, что будет? Нас эту палатку сметет. Но в целом поспали мы более-менее сносно, несмотря на то, что это ледник и было прохладно. Там подкладывали под почки, под поясницу хопки, все дела. Потому что Стас забрал от нас пенку, а нам ее не хватало. Когда ты от нас ушел, у нас был легкий тремор, легкий шок, и какая там пенка. Идем. Идем, не оглядывайся. Будем оглядываться, все, убежим за Стасом. Я реально переживала, что все от этих кустов устанут и будут их только помнить, и что вот с чего-то все, мы больше с Ирой никуда не пойдем, да вообще как это такое можно в такую срань ходить. Вот. А потом, короче, случилось такое чудо. Мы провешивали спуск на дюльфере. Женя такой типа говорит, что-то типа это точно 1Б. Ира, ты нам не врешь, это точно 1Б. Типа такие, типа не 1Б, скажи нам правду. Это у нас перевал 1Б, до которого мы еще не дошли. 1Б со звездочкой вообще. 1Б со звездочкой. Угу. Мне кажется, нас Ира обманывает самую малость. На карте написано 2А. Самую-самую. Тише, нельзя. Мы еще маленькие туда полетим. Охренеть. Ира, ты нам врала. Это Мы 2А. все-таки решили, что это не 1Б. В чем-то тут подвох. Тут надо плыть на лодках. Это водник. Вот как раз Артем у нас водник. Сейчас поплывет. Просто, как по мне, первая единичка же у нас была в Архизе. И я думал, что по мере нарастания будет вот эта сложность появляться. А у нас сразу херак, там куда-то надо залезть, какие-то ледники, блин. И на Башиле еще второй раз он тоже сказал, что Ира, мы хоть НТП, но не тупые. Типа, скажи нам правду, это же не 1Б. Я такая думаю, все, хорошо. Ира молодец, постаралась, ребятам нравится. Не зря прошла категорию. Подходим к вот этой ледопаду. И он, сука, мне кажется, такой непроходимый. Какая-то огромная стена. Вот, и вся группа обычно ходит вот как бы сбоку обходит ледопад. Артем такой говорит, нет, давайте пойдем прямо в лоб на ледопад. Я такая думаю, ага. Так, сейчас Ире вообще попадет, и ей вообще запретят в Крокусе что ли выводить, если они сейчас еще начнут ледопад в лоб херачить. Нафига ее делать легче, когда можно сделать сложнее, да? Пришлось идти там, где сыпят камни, причем камни туда летели огромные, и было реально стрёмно, надо было идти в связке, потому что это был кусочек ледника и трещины, то есть ты идешь в связке, на тебя там что-то сыпется, это, слава богу, ничего не попало в нас, пока мы шли. Ледник, реально масштабный, для меня, наверное, прям колоссальный. То есть бесконечные трещины вдоль всего ледника, я пошел первым. Очень классно, когда Артем сказал, что мы будем все эти связки первыми. Мне вначале эта идея не сильно понравилась, потому что когда мы шли, я такая думаю, как тут пройти, тут огромные трещины. А тут ты идешь первый, блин, и идешь как будто не туда, он как лабиринт, ты туда-сюда, он тебя закручивает. Заглядывали в эти трещины, они, сука, бесконечные. Увидели какую-то мумию маленького зверечка, который шел, но не дошел. Получилось не фартануло. Ты развязывала трещины. Вот с таким видом ты и развязывала их. Трещину там перепрыгнуть даже, где не получается перепрыгнуть, приходится обходить. А они достаточно длинные, то есть они вот прям на всю ширину ледника получаются. Я помню, подходим уже где-то под перевальный взлет, там плюс-минус. Артем говорит, типа, готовьтесь, надевайте одежду, потому что сейчас, трещины уже закрыты. Ладно, Артем, иди первый. При любой непонятной ситуации ставь Артема первым. Стала в связку первая. Теперь я решаю, куда мы пойдем. Направо, налево, то есть как мы это обойдем. Как пиздил наверх, всю связку потянул. И вот я устала уже там очень. И Оксана тянет эту связку, дергает всех.
натягивает, на меня орет, говорит, что вы так медленно идете? Я говорю, блин, Оксана, куда ты гонишь, за мной еще люди идут. Ну, как это с Оксаной и бывает, она быстро начала и так же быстро устала. Ты такой приходишь, а перевал вот так вот весь в огромной в трещине. И такая думаешь, ну все, пришли, выхода нет. И когда ты мне говоришь, прыгай, я, нет, я не буду прыгать. Что? Такой берешь себя в руки, такая, так, все, надо сделать этот шаг, надо как-то прыгнуть, надо пройти. Просто вот так раз, и ты пришел. А как туда прийти, вот надо сделать вот этот шаг. Потом мы все поели на перевале, стало чуть полегче, пошли на спуск. И вот этот долгий спуск по леднику, да идешь. Главное, идет первая Ира, за ней идет Женя, я и Артем. Я просто помню, что я как-то, упала вот так вот, у меня ноги болтаются, я, ими не могу там нигде зацепиться, то есть они где просто болтаются в воздухе, это очень страшно. Внимание меня покинуло, ну, Ира проваливается. Женя стоит, я такая, Ира просто орет, а я ору срыв. Очень быстро так происходит, и такой, ногам негде зацепиться, надо все влезть. Зубами, руками, ветером как-то. Начинаю там рубиться, думаю, а почему остальные этого не делают? У меня вопросики, товарищи. Ну, у меня в голове вот та обезьянка, тух. Такой выпрыгиваешь, смотришь на ребят, они такие, блин, что делать? Она точно так же, как быстро провалилась, так быстро и вылезла сама. Трещина, огромная, глубокая. И, я очень рада, что я туда прям целиком не провалилась, что как-то быстро, выкопалась. Там прям страшно было, потому что когда ты идешь и смотришь туда, а там оказалось очень глубоко. Мы вышли как-то в центр, и там как обрыв. Опять мы крутим дюльфер. Я спускаюсь первым, спускаюсь в какую-то трещину, ухожу в нее. Типа, Женя, ты где, ты там что? По мостику вылазю, дюльферяю дальше. Ну, такой хороший отвесик на самом деле получился, метров, наверное, 20. Ну, а что там? Ты же вот так стоишь и просто смотришь, ты знаешь, что там тебе туда спуститься надо. Но потом это классно, ты туда спускаешься, ну это же так классно, ты спустился в трещину, на шпагат вот так встал, там рубанулся одной кошкой, перелез, потом туда перелез. Ну, для меня это было прям супер вау, вот это прям вообще огонь. То есть я могу теперь каждому рассказывать, я была в трещине. А еще, мне кажется, у них очень классный дуэт с Оксаной был, который постоянно разрешал обстановку, потому что если ребята стебутся, ржут, то значит еще все нормально, еще можно пройти пару часиков. Очень долго. Это ты просто смотришь и думаешь, ни конца и края нет этому леднику. Ты вот просто идешь, а он не заканчивается вообще. Потом с ледника еще выходишь на арену, там еще дюльфер вешаешь на спуск. Сейчас по херне, которая сыпется, невозможно встать, оно все такое вот неустойчивое. Уже темнеет, палатку ты здесь не поставишь, потому что очень резкий уклон. Вот, и вот по этому конгломерату непонятно начинаешь петлять, чтобы спуститься вниз. Крапывает дождь. Небольшой, но тем не менее. Опять, видимо, Оксана там втихаря брила ноги. Оксана перестает стебать Женю, думаешь, блин, все, нет, надо срочно вставать, ребята устали, все плохо. И у меня в мысли в голове: Женя, сука, тебе почти 35, ты чем вообще занимаешься? Уже и веревку бросили, уже и спустились, уже ночь, ни хера не видно, там какая-то река где-то шумит, куда остановиться. Короче, с горем пополам нашли место под палаткой вечером с фонариком. Встали, Оксана, наверное, кричала, я расстроился. Во сколько вышли? Ну, утром рано с рассветом. Пришли? Закатом. С закатом мы шли. Я помню, Стас делился впечатлением, что он там смотрит нас, а мы идем. Ну, мне вообще, в принципе, всегда такое, ну, надо идти. Мы же знаем, почему это было. Хинкальки. Всего иной хинкальки. Снизу с долины к нам приближается облако.
Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. И я думал, что все, мы спустились, да, с ледника, и пойдет такая легкая тропа, уже лайтовая, что там все будут гулять, а ни хрена. Обрадовали в этот день. Нашли внезапно нарзан. Тропу то теряли, то находили, теряли, то находили. Опять залезли в какие-то кусты. На Ире было прям очень тяжело. Она все время шла последней. Ира с Артемом нам говорят, типа, вы вдвоем идите, а мы встретимся уже вместе. Женя сразу стала истерить и задавать кучу, спрашивать всего там, а как звонить, а как писать, а куда идти, а что будет, а как разговаривать. Ну, то есть все. Опять пошли с Оксаной по каким-то кушерям, она на меня орет, блин, я нервничаю, готов уже убить эту женщину. Мы реально шли, мы блуждали очень много, мы спускались вниз к реке, поднимались опять вверх, ну то есть мы ходили туда-сюда, я истерила, орала на Женьку, типа, Женя, в навигатор, хватит смотреть. Мы вышли на тропу. В нашу категорию тропа это была роскошь. Когда ты не знаешь, куда идти, тебе нужно спрашивать у прохожих. Ты от этого испытываешь такие какие-то эмоции. И тут Женя начинает там, типа, я не знаю английского, а ты знаешь, мы сейчас будем спрашивать. Останавливаем Делику. Какие-то два молодых грузина, достаточно симпатичных. Это Оксана, ее слова. Аэропорт. Машины стоят, и такая думаю, хоть бы Стас был там, что если там нет Стаса, то это все, я не знаю, где его искать. Ты за границей, у тебя там как бы, тебе кажется, что ты ничего не понимаешь. И просто я иду, вижу ноги Стаса из машины. Я не могу за ней бежать. И я еще была хрен знает где. Я просто иду, я ору, Стас, и все, и Стас бежит, обнимает меня, и мы вот это обнимаемся, все классно, подождали Женю. Вот, и это было, я такая думаю, все, мы это сделали, мы крутые, это было прям супер. Вот так закончилась двойка, да. И хинкали вкусные? Нет. Хинкали я люблю шквироли. Сложная двойка, тут ничего не скажешь. Дошли не все. Тем не менее, я рад, что у меня получилось. Я дошел. Все было в этом походе прекрасно. И кусты, наверное, тоже где-то были прекрасные в плане необычности, в плане каком-то... Ну, ты себя... Это было сложнее, чем там, я не знаю, чем где-то там еще. Ну, в принципе, круто, что мы ее прошли, я считаю. Ну, во-первых, сама Сванетти, она очень красива, она разнообразна. Огромные вот эти ледники, огромные вот эти остроконечные пики. Ужба невероятная, очень красивая. Не знаю, Грузия очень классная, здесь очень классные горы, здесь можно ходить много разных маршрутов, вариантов, и интересно будет всегда. Люди там поют, вот этот хор там пел, было так классно. Люди танцуют, вот ощущение жизни вот именно. Мне очень понравилось вот это ощущение праздника. Я помню, когда мы закончили маршрут, уже ехали домой в Краснодар, я звоню в машине тому пограничнику, который нас вот здесь отрегистрировал, и говорю, вот мы те-то, помните нас? Он такой, а, вы живы? Я так рад. Я думаю, ничего себе, у вас все хорошо, я так рад, что вы вышли. Думаю, ну да, мы тоже рады, что мы вышли. Я считаю, Ира в этом плане молодец, она делает такие нетривиальные, очень интересные походы, не как бы большинство бы сделала, просто повела куда-то, я не знаю, в тот же Архыз, только чуть сложнее, да? А вот она заморочилась, разработала маршрут по этой Грузии. Если вы увидите маленькие какашки, как будто медведь, просто намного меньше, то, возможно, здесь был Женя. Но ощущение того, что мы, в принципе, подошли по каким-то ебеням, да, это была жесть, прям кусты, и что мы не смогли бы найти место под палатку, у меня почему-то такого не было, я не знаю. Мне казалось, что, вот идем, придем и найдем, будет же что-нибудь в любом случае. Может быть, у меня как-то что-то потеря связи с реальностью. Раз за разом ты как бы к более сложному походу выходишь более адекватным руководителем. О, там меня видно. Смотрите, это я.
отзывы, то, что мы все-таки там прошли, это сделали. И ты такой думаешь, ну, может быть, можно и троечку попробовать. Ник, можно, пожалуйста, туда Орджоникидзе? Пойдешь ты, Ира, еще? Конечно, Ира, ну, конечно нет. Да, тройку. Я хочу этот вызов, Ир. И кустов меньше, ну, и побольше техники хотелось бы же, да. Да, конечно, пойду даже не потому, что просто коллектив классный. Это вот прям греет душу, что все-таки, я надеюсь, мы когда-то все будем жить